Боже ж ты мой, какой классный рассвет! Что это было? Хей, всем большой привет, дорогие ребята, меня зовут Дедмаус, и добро пожаловать на мой второй канал под названием Сундук Дедмауса. Это новое выживание в Майнкрафте на версии 1.19 на хардкоре. Вы представляете, хардкорный режим, то есть если мы умрем хотя бы один раз, то этого мира не станет, поэтому я не знаю, сколько эта серия протянется, вернее, этот летсплей протянется. Может быть, одну серию, может 5 серий, может 10, а может и все 1000. Посмотрим, как получится, как говорится, все зависит от нашей удачи и от моей ловкости. Ребята, в начале этой серии, пожалуйста, поставьте лайки, ведь чем больше лайков, тем чаще будут выходить серии по вот этому вот хардкору. И мы все сами дружно ждем версию 1 Minecraft.20, потому что на 1.20 будет много всего новенького, и, соответственно, я сразу же начну снимать выживание по этой новой версии. Поэтому, чтобы не пропустить, опять-таки, напоминаю, подпишитесь на этот канал, поставьте колокольчик и, в принципе, все. Я уже тем временем рублю самую настоящую березу. Извини меня, конечно, росла тут здесь такая ты, бедняга, но тебя пришлось рубить для того, чтобы я мог себе создать самый настоящий верстак. Не будем медлить. Кстати, ребята, все, кто тут новенький, или вдруг кто-то не знает или забыл, я вам объясню то, что на этом канале также я стримлю почти что каждый день, поэтому если вы еще не приходили на мои стримы, то обязательно приходите. На стримах очень весело, мы там с вами общаемся, разговариваем, как говорится, веселимся, развлекаемся, все очень классно. По вечерам обычно я эти стримы провожу, поэтому ни в коем случае их тоже не пропускайте, рекомендую их заценить. В принципе, все. Я срубаю второе дерево, чтобы мне можно было наконец-таки создать себе еще дополнительное количество палок, потому что это хардкор, здесь нужно максимально, как говорится, экономить время, максимально все делать, стараться быстро и, в принципе, постараться пройти этот Майнкрафт. Самая главная цель, дорогие друзья, в этом летсплее, это прохождение этого, елки-палки, мира, и думаю, то, что у меня 100% сделать это получится. Итак, вот они мои палки. Конечно же, прямо-таки сейчас вместе с палками мы создадим себе вот такую вот интересную штуку под названием кирка, и этой киркой будем копать землю, вот таким вот образом. Ладно, конечно же, это не земля, а песок, как же я мог ошибиться, вы спросите, я вам скажу, я просто немножко дурачок. Ладно, шучу, я умный, знаете почему? Потому что 2 плюс 2 равно 10, ладно, короче, лузгу, копаем вот сюда, копаем вот эту тему, и, в принципе, уже у нас почти что появляется самый настоящий стак камней. Ладно, еще не стак, еще всего лишь 12, но это уже, знаете ли, предостаточно, потому что нам уже хватит и на меч, и на кирку, и уже у нас 16 штук получается, это еще и на печку хватает. Ребята, пора отсюда вылазить. Напоминаю, у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании, там много всего интересного. Все, мы выбрались, мы сами молодцы. У меня имеется, что получается, уже печка вот такая вот красивенькая, естественно, я ее ставлю, а вот только нафига ее поставил, это вопрос очень интересный, так как я думаю, что нечего пока что переплавлять. В таком случае, наверное, я пока что эту печку уберу, срублю, так как она мне совершенно здесь мешается. Наверное, изначально создам себе лопату, конечно же, создам себе самый настоящий меч и создам себе еще каменную кирку, потому что без нее мы сами не сможем срубить железо, которое нам так будет необходимо в скором времени. Все, ребята, пора отсюда валить. Самое главное я забыл, это же топор, вот он мой такой красивый, собираю я его, и теперь можно смело отправляться в какую-нибудь сторону в путешествие. Я пойду туда, потому что вон там у нас океан, и в принципе по океану пока что я плавать совершенно не хочу. И погодите-ка, а вот я уже захотел, там у нас разрушенный портал, в котором есть вероятность встретить самое настоящее, елки-палки, золотое яблоко, а мне, ну капец, как на хардкоре нужно, поэтому я решил отправиться вплавь вот таким вот образом, с топором, в болоте, в большом, под названием океан, плывем к этому необъяснимому порталу. Какого фига он тут заспавнился, интересно, да, типа узнать, на самом деле там есть вот такое вот золото еще, которое я тоже мог срубить, но насколько я помню, ай, тихо, сердечки не тратим, насколько я помню, каменной киркой данное золото у нас вряд ли срубится, поэтому пока что мы не будем этим заниматься, а просто облутаем тут сундучок. Что у нас здесь? Вы только посмотрите, что я нашел! Нифига себе, это все? Больше ничего тут нету? По-моему, да. По-моему, тут единственный сундук. Пора выплывать, ребята, иначе мы реально сдохнем в скорое время такими темпами. Пора выплывать и искать овец, потому что тут на хардкоре очень сложные мобы, которые будут нам мешать, елки-палки, выживать. Я не хочу, чтобы они нас убили в первой серии, и этот сезон сразу же закончился, поэтому придется сейчас делать что? Естественно, искать овечек, искать их белую или серую, или, если повезет, розовую шерсть. Да, розовая шерсть, это, знаете ли, прям такая очень редкая шерсть в Майнкрафте, но все равно ее можно встретить, но вряд ли, конечно, мы в этом мире ее увидим, естественно. Я хочу вот что посмотреть, что по броне. Проклятие несъемности у этой золотой, у этой починка, нифига себе починка, кстати, это клево, а у этой защита от снарядов 1.
Ну, слушайте, вот это можно надеть, и, наверное, даже проклятие несъемности можно надеть. Почему бы и нет? Мне вот что интересно, а смогу ли я рано или поздно данную починку расчаровать на какую-нибудь книгу, так сказать, наложить, чтобы потом в дальнейшем эту починку наложить на какой-нибудь другой предмет. Например, элитры. Как вы думаете? Кстати, как вам броня вот это вообще? По-моему, она смотрится очень даже неплохо. Очень прикольно выглядит, знаете ли, прям под мой цвет скина. Очень офигенно. Итак, ребята, я быстренько заплываю в океанчик вот таким вот образом. Выплываю, точнее, как это сказать, не совсем это океан. Ладно, не будем зацикливаться на этом. Побежим дальше. Где-то тут должны быть овцы, потому что очень странно как-то. Ни одних животных пока что я еще не встретил. Удивительно, неужели это безжизненная планета Майнкрафта мне попалась? Безжизненный мир. Навряд ли, навряд ли. Ладно, я пойду сейчас что-нибудь 100% себе тут отыщу. Так, что у нас там получается? Березы и ничего больше, ребята. Какая-то березовая чаща. Очень красивая на самом деле. Тут можно было бы даже построиться, но почему-то я тут не хочу строиться. Хочу найти какой-то более привлекательный биом, например, обычные степи, потому что я больше всего люблю именно в степях строиться. А вот и овечки. Что, ребята, розовая овца? Серьезно? Я думал, что я ее не встречу, а тут она попалась. Ты что-то знаешь ли неожиданно? Я только про тебя вспомнил. Как говорится, про какашку вспомнишь, какашка и всплывет. Но ты не какашка, ты капец какая классная, какая у тебя анимация, боже ж ты мой. У меня, да, ребята, стоит анимация на ресурс пак, поэтому немножко анимированные мобы будут по-другому, не то чтобы в обычном Майнкрафте, но это суть игры не меняет, только делает ее более атмосферной. Вот, я тут землянку себе уже вырыл, может тут пожить, как думаете, а? В принципе, да, можно как комп поставить вот здесь, короче, компьютер. Тут будет стоять у меня туалет. И, в принципе, что еще надо? Правильно, чипсы с газировкой, да? И, в принципе, все. Больше ничего для счастливой жизни школьника не нужно. Хотя я уже не школьник. Но в любом случае, пойду я, наверное, искать себе место, вернее, комп. Ладно, что-то я заговорился, зашутился, не будем с вами отвлекаться, пойдемте убьем овцу. Слышь ты, розовая, ты какая же красивая, это тебя даже на самом деле убивать не хочется. Вы еще и хором блеете. Вот это да. Вот это да. Ладно, убиваем овцу. Раз, отлично, шерсть получили. Еще одна белая овца только что была где-то здесь. И ее почему-то сейчас нету. Чего? Кого? А, вот ты где, господи, ты ж, боже мой, я ж тебя потерял. Так, отлично, дополнительная шерсть есть. И мне нужна еще одна белая овца, потому что с розовой овцы, по идее, толку сейчас не будет. Кровать делается только из одинаково цветных блоков. А если я получу себе розовую шерсть, то мне, в принципе, она ничего не даст. И это капец. Ладно, слушайте, я бы эту овечку вообще на самом деле приручил, она такая прикольная. Может быть, сделать ее символом нашего, так сказать, дома будущего. Она будет охранять наш дом и будет самым таким охраняемым мобом у нас. В принципе, идея интересная. Блин, я бы запомнил координаты с тобой. Давайте быстренько заскриню их сейчас. Если получится у меня это сделать, получится. Прекрасно, ребята. Координаты заскринили. И, по-моему, белая овца здесь. Отлично. То, что мне и было нужно. А ну, получай. А ну, погибай. Молодец. Молодчинка. Так, наверное, прямо сейчас стоит сделать себе незамысловой вот такой столбик, чтобы можно было осмотреться вообще по сторонам и посмотреть, куда нам можно побежать построиться. Где-нибудь поблизости здесь. Так, немножко еще подстроимся. Прекрасно. Что я вижу? Получается, вон там, по-моему, у нас степи начинаются. И, в принципе, тогда я в ту сторону и пойду. В ту сторону с вами и отправимся. Опять вот под себя копаемся. Правила Майнкрафта здесь не работают, потому что я не копаюсь в пещеру. И я знаю то, что подо мной никакой пропасти точно не будет. А, да, кстати, если вы не поняли, про что за правило я говорю, самое главное правило в Майнкрафте — это не копать под себя в пещере. Потому что если я под землей начну копаться, есть вероятность упасть в какую-нибудь очень жесткую, так называемую расщелину и, в принципе, погибнуть. А это нам не надо. Если погибнем, то, в принципе, все. Конец миру, конец летсплею, и будет очень грустно. Вот. Но в любом случае, ребята, даже если я здесь погибну, знаете, у меня каждый день стримы почти что на этом канале проходят. Поэтому, если вы еще не подписались и не видели мои стримы, я вам рекомендую зайти. Кстати, на Телеграм подпишитесь, там я оповещаю, так сказать, выходы стримов своих, поэтому вы их ни в коем случае не пропустите. Также, наверное, сейчас буду выходы серий там оповещать, поэтому, в принципе, все классно. Побежали, уже на улице ночь наступает, черт подери, срочно нужно делать кроватку. А иначе, ребята, нам очень будет плохо. Все, кроватку сделали, ложимся, пока что не можем. Можете спать только ночью или во время грозы. Ну давай, ночь, давай, пожалуйста, давай быстрей. Прошу тебя, солнышко. Ой, спасибо, какая же ты хорошенькая, все заходит. Все, отлично, наконец-таки мы ложимся спокойно засыпать. И просыпаемся в новом дне. Итак, день первый на хардкоре мы прожили. Мы сами молодцы, я могу сказать, потому что, в принципе, что, круто. Это очень круто, что мы это сделали. Я нашел степи. Есть вероятность в этих степях найти деревушку. Было бы вообще просто супер. Но пока что я ее тут не вижу. Зато я наблюдаю очень классное место, где есть и коровы, и океанчик, и также, в
принципе, вон там даже остров есть. Я тут подумала, почему бы нам прям-таки на вот этом острове и не построиться? А? Как вам идея? Или не на острове, может быть, просто где-нибудь вот тут на бережку нам сделать, так сказать, свой домик будущий? Да, место вполне такое приятное, знаете ли. Я бы здесь остался надолго. Тут мне реально нравится. Поэтому я прямо сейчас начну, наверное, вырубать себе вот здесь вот небольшое пространство, так называемое местечко, чтобы можно было в дальнейшем тут уже хоть как-нибудь расположиться. Ну и буду делать здесь дом. Думаю, то, что в будущем мы где-нибудь там найдем и деревушку и так далее. И вообще все будет круто, поэтому полетели. Вот таким вот образом с вами все дело выкапываем. И, наверное, первым делом я сейчас буду создавать себе самый настоящий дом. Дом я буду создавать себе из самой настоящей березы, потому что у меня до этого был дубовый дом. И я подумал, почему бы не сделать березовый. Да? Да. А то я все время дубовые что-то их делаю, дубовые. Так дело не пойдет. Все, где-нибудь вот тут, наверное, начнем строить все это дело, и будет, в принципе, все замечательно, да? Да, как-то так. Поехали, березу берем и делаем так называемое самое обыкновенное выживательское основание, как мы это всегда любим строить. Вот таким вот образом. Та-дам! Давай, давай, вот такая коробочка получится. В принципе, неплохая. Овечка тут уже к нам в гости пришла. Наверное, я немножко пошире даже этот домик сделаю, смастерю, так сказать, чтобы было еще круче. Я просто хочу сразу определиться с окошками, как они у нас будут смотреться. Тут два окна, тут так, тут еще два окна, и тут вот так, стоп, секунду. Если тут два окна, то, в принципе, все я правильно сделал. Нормальная коробочка у нас получится уже. Конечно, небольшая, согласен, совсем небольшая, но это хоть что-то. Это прям, я бы даже сказал, офигенно. Вот тут я бы на самом деле бы тоже еще немножко вырубил пространство, потому что, как мне кажется, оно здесь слишком будет нам мешаться в дальнейшем тоже как-то обустраиваться. Поэтому нужно его вот таким вот образом слегка, так сказать, скосить. Подкосить, чтобы оно нам ни в коем случае уже не мешало. Лопата сломалась! Черт, это не нравится мне! Надо исправлять данную ситуевину и, соответственно, пытаться создавать новую лопату. Сделаю я это очень просто, вот таким вот образом. Давай, молодец, все прекрасно. Продолжаем выкапывать вот эту вот нашу замечательнейшую темку. Вот таким вот образом копаем. Корова, здорово, я тебя очень сильно рад видеть. На самом деле, ты очень симпатичная такая, знаешь, гуляешь тут своим голубым выменем, размахиваешь, соблазняешь Серегу Титмауса на то, чтобы я добыл молока. Но я этого делать пока что тоже не буду, потому что, как минимум, у меня нету железа. И черт возьми, надо будет эту ситуацию тоже каким-то образом править, потому что без железа в дальнейшем нам совершенно, ну, никуда не продвинуться. Ну, никуда. Ни алмазы не добудем. А и, в принципе, как бы на этом-то и все. Если алмазы не добудем, то прохождения-то и не будет. Поэтому надо будет что-нибудь с этим точно делать. Так, создаем быстренько сундучок. Наверное, даже создаем второй сундучок. Вот такой вот замечательный. И эти сундучки ставим вот таким вот образом. Посмотрите, какая красота у нас получается. Господи ты ж, боже мой. Это ж вообще супер. Это просто офигенно. Я вот тут еще нашу коробочку попытался немножко как-нибудь бы доделать вот таким вот образом. И вообще, ну вообще, что за красотень? Красотелина, так красотельно. Или не надо? Вот, как думаете, надо построить там вот такие боковушки? Наверное, надо. Для первоначальной коробки это просто идеальнейшее начало, я считаю. Я бы, наверное, себе еще вот что сделал. Вот думаю, может быть, взять и построить себе этот... как его, пол сделать, как вы думаете? Кстати, а почему я сразу этим не занялся? Можно же действительно себе такой крутой пол смастерить сейчас, а потом уже на фундаменте делать так называемый самый дом. Действительно, я придумал, как я это сделаю. Тут, кстати, свиньи есть. Это еда. Свиньи — это еда, действительно. И коров тут очень много. Даже не знаю, с кого бы начать. Кого бы начать, так сказать, кушать? Наверное, все-таки овечек, может быть, убить. Даже не знаю, просто свиней я приручил. Я тут вижу, что их прям очень мало, по-моему, да? По-моему, тут больше нигде свиней я не наблюдаю. Черт подери. Да, тут свиней не так много. Ладно, тогда начнем с овец, пожалуй. Начнем с овец, так сказать, нашу трапезу. Ну и с коров тоже можно. С коров тоже можно обязательно. Все. Я пришел вообще в этот лес сейчас за дубом, потому что я подумал, что дубовый пол будет очень даже неплохо смотреться, поэтому давайте быстренько попробуем, так сказать, его сейчас себе смастерить. Думаю, будет очень интересно все это дело выглядеть. Мне прям кажется, что прям очень красиво получится, поэтому будем пробовать. Будем пробовать, будем стараться. Надеюсь, что все получится очень даже красиво. Вот. А все. Береза у нас есть, точнее, какая береза, господи, дуб. Создаем себе дубовые доски и отправляемся бегом, бегом, бегом к нашему будущему фундаменту. Вот он такой замечательный. В принципе, да, пока что прям такая совсем непримечательная коробочка, я с вами соглашусь. Но это только начало, дорогие друзья. Что будет дальше, это будет просто конфетка. Я уже даже представляю, как этот дом будет смотреться. И мне кажется, будет очень даже неплохо он выглядеть. Я думаю, что вот так, в принципе, мне будет нормально. Да.
Все, я уже, в принципе, уже как будто себя безопасно чувствую. Но, конечно же, еще нифига не безопасно, даже стен нету. Кого я обманываю, елки-палки. Пойду я еще себе березу срублю. Потому что мне, наверное, сейчас нужно будет возводить березовые стены красивые. Вот, а без березы, березовых стен, конечно же, не будет. Поэтому мы сейчас быстренько всю эту березу вот таким вот образом снова выкорчевываем из-под земли. Выкапываем ее полностью, готово. И вон там даже еще одна доска у нас была, вернее, бревно. Собираем. Еще одно бревно собираем вот отсюда. Ну и думаю, не грех будет прям-таки сейчас создать себе еще дополнительное количество, так сказать, дуба в инвентаре. Поэтому тоже его немножко сейчас вот таким вот образом мы с вами срубим. Замечательно. Давай. Все. Фух, отлично. Сколько у нас дуба? Много дуба, много березы. Все просто замечательно, все просто офигенно. Чики-бомбони, чики-пуки. Корова куда-то тут плывет, вернее, ползет. А ты что это? Решила на мой дом посмотреть? Ну слушай, смотри. И вы тоже смотрите, как я его строю, потому что он получится очень классный. Вот таким вот образом я его сделаю. Тут уже, наверное, пойдет в скором времени окошко. Здесь можно наконец-таки размещать сундучок. Где-нибудь тут можно размещать печку. Где-нибудь вот здесь можно размещать, я думаю, верстак уже. И кроватку, естественно, тоже можно разместить где-нибудь вот тут. Вот, нормально? Как вы считаете, прикольно ли? По-моему, очень даже неплохо смотрится теперь все это дело. Вот тут я бы сделал себе, наверное, сейчас дубовые какие-нибудь ступенечки для начала, так сказать. Вот таким вот образом сейчас все это будет у нас смотреться дело. Слушайте, неплохо. Слушайте, прям вообще здорово, я считаю. Тут можно продлить наш замечательнейший фундамент вот таким вот образом. Та-дам! Да, вот это уже действительно похоже на настоящий дом. А вот здесь я бы сделал тоже какую-нибудь интересную себе коробочку. Допустим, вот из этих вот штучек. Раз, и получается 2. О, красота! По-моему, вообще сказка. Просто песня. Давайте досоздаем эту тему. Так, тут то же самое сделаем по углам. И, в принципе, уже будет получаться первоначальный такой хардкорный домик. Как-никак у нас выживание это хардкорное, поэтому и дом тоже должен быть у нас хардкорным. И мы, в принципе, его действительно хардкорным делаем. Такая прям хардкорная, маленькая, интересная коробочка у нас выходит. Мне лично очень нравится. В принципе, я уже могу поспать и так далее, поэтому очень здорово. На улице что у нас пока что? Пока что не закат, но дело постепенно к закату близисто. Действительно, близисто, елки-палки. Да. Ладно, короче, давайте быстренько, наверное, еще вот что я сделаю. Мне надо пожарить себе немножко мяса, и, в принципе, в качестве топлива пока что можно использовать данное дерево, потому что угля нету, и вообще... По-хорошему, где-то здесь рядом, наверное, у нас должна быть какая-нибудь шахта, что ли. Что-то в этом роде. Но что-то пока что я ни одной шахты, кстати говоря, по-моему, не видел даже такой прям нормальной. Поэтому надо будет тоже побегать ее поискать. Ну, для начала нужна действительно еда. Поэтому пойдемте все-таки заберем нашу замечательнейшую, так сказать, мяско. Угу, все отлично. И, кстати, ребят, напишите-ка в комментариях, маленький ли дом вообще этот или нормальный. Как вам кажется, нормальный ли этот дом? Мне очень интересно узнать у вас, что по дому. Может быть, его побольше сделать, а? Как вы думаете? Подпишитесь на телеграм, я там, наверное, опрос устрою в дальнейшем по поводу домика. Так, отлично. Может быть, я его потом расширю, что-то как будто он мне маловатый теперь кажется. Хотя, если вот здесь сделать окошко, и тут тоже, то он такой уютный уже будет, пипец. Я бы, знаете, что сделал? Я бы сделал, так сказать, двойное отверстие входное в этом доме. То есть, получается, смотрите, вот тут можно поставить верстак вот таким вот образом, да? А затем вот тут можно сделать ступеньки. Точняк, слушайте-ка, раз, два. Во! Тупо! 2 прохода будет у нас в этом доме, а тут уже, в принципе, дальше будем думать, что делать. В принципе, интересный такой домик получится, у нас даже башня получится какая-то. Короче, классно. Ладно, у меня есть немножко еще, немного баранины. Мне вот интересно, найду ли я еще тут какую-нибудь пещеру все-таки? Реально, нужна пещера. Так, соберем еще немножко баранины жареной, пойдемте поищем. Может быть, что-нибудь будет. А хотя, знаете что? Я, наверное, в следующей серии этим уже займусь, потому что как-никак уже поздно. Наступает самый настоящий закат, нужно будет поспать. Ну и, в принципе, все, ребята, да. На сегодня эту серию я буду заканчивать. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам данное хардкорное выживание будет нравиться, будете кайфовать от просмотра. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Заходите на мои стримы, на этом же канале они проводятся. Подписывайтесь на телегу, там я все оповещения о стримах и о сериях делаю. На этом все. Я с вами не прощаюсь. Поверьте, дальше будет только интереснее. Увидимся в следующих сериях.